Значит, всем привет! Ты на канале Мир это просто. Меня зовут по-прежнему Алексей. Сегодняшнее видео у нас пойдет вот об этой воздушке. Это фирма Hatsan, турецкая компания. Это такая одна из дешевых линеек, да, это модель Альфа. Сейчас расскажу, покажу, как она стреляет, зачем она вообще нужна, для каких целей может пригодиться и так далее. Поехали! Значит, несмотря на то, что это недорогое ружье, значит, здесь, понятно, используется переломный механизм, да? Есть предохранитель, то есть очень удобно. Соответственно, мы с вами его сняли этим пальцем, да, и произвели выстрел. Нажатие на крючок. Здесь есть, значит, вот такая несложная система, ну, скажем так, регулировки. Я вам советую, что делать, чтобы его пристрелять. Ну, то есть вы куда-то его опираете, допустим, да, то есть такое в четкое положение вот. Можно даже что-то сюда подложить. То есть и, соответственно, начинаете на одну и ту же дистанцию стрелять. И, соответственно, регулируете влево-право, вверх-вниз. Дальше. Почему это очень крутое такое ружье пневматическое? Потому что у него цена, да, повторюсь, там 8-9 тысяч. И при таком небольшом вложении денег, да, вы сюда меняете немедленно, ставите газомасляную пружину, так называемую, у вас, в принципе, становится то же самое ружье, которое стоит 30 тысяч рублей. То есть тот же самый старший брат этого Hatsan, там 125-й Hatsan, там 124-й и так далее. Единственное, он коротковат. То есть у меня рост небольшой, да, там я 1,75 м, ну плюс там мышечная масса, понятно, все равно мне как-то удобней. То есть, но мне, честно говоря, не хватает вот так. То есть если у вас большой рост, то вам сюда нужно будет какую-то нахлобучку ставить подлиннее. А так, в принципе, цена вопроса на усиление этой пневматики, ну там 5000 рублей. То есть мы с вами 8 плюс 5 получается 13, да? А старший брат ее стоит там от 26 там, до 30 тысяч, ну нормально, да? Плюс здесь есть крепление для прицелов. Ну и в принципе все. То есть это очень простое, надежное такое ружье, которое хорошо лупит в принципе до там 50 метров. Но единственное, без прицела 50 метров все-таки ну, сложновато, да, там вам будет понять. Дальше мы сейчас будем стрелять, посмотрите, как оно отрабатывает. У нас там Дима попадет в кадр, вот, то есть, чтобы, ну, примерно он выше, у него настрел, скажем так, не такой большой, как у меня здесь, то есть, чтобы было понимание, да, вообще, как что это работает, как кому удобно и так далее. А теперь, перед стрельбой перейдем к важному моменту. Для чего вообще стоит покупать пневматику, для каких целей? Цель вообще главная, это простая. То есть научиться правильно просто вот вкладываться, да, вот этот момент. Правильно вкладываться и понять, как вообще производится выстрел. Как делается спуск, да, там на спусковом крючке правильно, как дышать, там, как двигаться, как чувствовать сердце. То есть вот такая задача. У меня вообще, в принципе, покупка дальнейшего уже огнестрельного оружия началась, в принципе, вот с этой вот недорогой винтовочки. То есть мне что-то дело так понравилось, что я решил потом заняться огнестрельным оружием. Ну а почему нет? Вот примерно так. То есть я вам очень советую, кто, например, еще думает, да, там надо ему оформлять себе разрешение на там, гладкоствол. Ну, к травмату, да, это меньше отношения имеет, но все же. Я вам советую начать вот с такой недорогой, повторюсь, пневматики. Не надо, блядь, за 50 тысяч сразу себе пневматику брать. Потому что, ребят, может оказаться, что вы совершенно вообще, блядь, не понимаете, как из нее стрелять и что делать. Деньги будут выброшены, у вас будет грустный такой осадок оставаться, да, и она будет где-то пылиться. Нет, я все-таки сторонник того, что, во-первых, оружие должно быть по деньгам, и оружие должно быть рабочим. То есть с него надо стрелять, работать им, там, тренироваться и так далее. Вы на даче, кстати, можете этим заниматься вполне. От него шум небольшой, я думаю, соседи там против особо не будут. Да где угодно, на самом деле, можно этим заниматься. Единственное, я призываю все-таки не стрелять птиц, потому что птицы не виноваты, что вы ворошиловский стрелок. Вот так вот, если серьезно, да, говорить. Че, переходим к пострелушкам. Сейчас посмотрим, как все это лупит. Вроде все самое главное я сказал. По поводу, повторюсь, тренировки, ничего сложного. Еще раз, ставим
на какой-то этот, все это намечаем, потом начинаем уже тренироваться с рук. Можно с колена тренироваться. Хват, в принципе, кому как удобно, но я берусь, как и на карабине, вот так. Вот. То есть, чтобы этой рукой вот вы могли свободно двигать, как бы, а эта рука у вас вот она упирается. Вот. То есть, как и с карабина мы стреляем, то же самое, да, там из боевого. Вот все то же самое, потихонечку нажимаем спусковой крючок. Что, начнем стрелять? Стрелять начнем, наверное, метров с 15. Ребят, важный момент еще забыл сказать. Поскольку это турецкое оружие, и оно, как и боевое, не очень-то славится такими хорошими стволами, я вам что советую сделать? Перед покупкой возьмите белую нитку, чтобы на черном фоне ее хорошо было видно. И, например, 2 гвоздя или 2 самореза, там черных, неважно. Натягивайте где-то. Или там, например, с другом идете, друг пускай держит. А как мы знаем, между двумя точками можно провести только прямую. Это понятно, да? Кратчайший путь. То есть друг натянул, и вы снизу вот так вот ствол под нее, под эту смотрите, ровный он или неровный. Потому как вот это у меня 7-я. То есть, чтобы вы понимали, я 6 первых, которые смотрел, у них стволы были кривые. Все влево смотрели, не знаю по какой причине. Вот это единственный ровный ствол. Вот имейте в виду, очень важный момент. Да. Значит, сейчас что происходит? Сейчас мы постреляем по фигуркам. Здесь примерно, ну, метров, наверное, 17, может быть, вот так вот. А после этого будет интересный эксперимент. Мы по картону постреляем, из-под пиццы такая, знаете, коробка картон. Потом постреляем по деревяшке, посмотрим, да, вообще мощь ее пробивную. И потом по баллону из-под фреона постреляем. Вот это будет вообще интересно. Потому что он железный такой. Металл там, Диман, какой? Ну, не знаю, 2, наверное, как минимум. 2. Вот посмотрим вообще, то есть способна ли хоть какой-то эффект оказать вот эта пулька на металл там в 2, да, стали. Сначала давайте я, наверное, сделаю там несколько выстрелов, потом Диме отдадим. У Димы опыт меньше стрельбы. Вот. Потом он поделится ощущениями, там, впечатлениями, как вообще ему это ружье. Вот. Ну, поехали, что. Мимо. Вот так вот. Опять мимо. Серый, это не надо показывать будет. Не понял. Будет попадание, если нет? Я надеюсь. Давай я хоть раню пойду. Подожди. Подожди, я что-то не пойму. Дима, мы что, сбили, что ли, что-то? Нет. Серый, да он ствол, подожди, не просвечивает. Там, походу, пуля в стволе застряла. Ну нет. Нет, пошла. Слышно как. Есть. Утку завалил. Кабан есть. Короче, пристреляться надо было. Все, короче, я ебал настрелять. Все. Сейчас я нахуй дробовик достану, ебну туда. С дробовика. Попробуем. Дробовиком точно попаду, блядь. Снимаем эту штуку, да? Да. Целимся. И О! бьем. Добил моего кабана подбитого. В принципе, штука интересная. Ну. Что, странный звук какой-то был. В дерево. Значит, по итогу, что-то, ну, нормальная кучность, там метров с 15-18. Сейчас попробуем с полтинника. То есть, если честно, я их вообще плохо вижу даже. А потом мы прямо отсюда стрельнем еще вдаль. Тут метров, наверное, получается 70-75. У нас там попера. То есть, они, конечно, не упадут, но звук просто будет слышно. Ну, давай попробуем по фигуркам. Ну, а куда он вообще летит-то? Есть! Учился, я, честно сказать, с этой пневматики не стрелял, наверное, года 1,5-2. То есть, как я оружие нормальное в руки взял, пневматику я с тех пор вообще ни разу не брал в руки. Вот разучился. То есть, опять же, как в любом, из чего мы сейчас, да, делаем вывод, как в любом оружии, тут важен, конечно, настрел. Я ее, честно сказать, специально оставляю, не продаю. Ну, деткам. Детки подрастут. Может, там племяннику отдам, допустим, если захочет. Или мои там, когда подрастут, пускай будет. Ну и ворон, говорю, мимо стреляешь по ним, они больше не прилетают, сука, не каркают, блядь, всю ночь. Вот мы, ребят, коробку поставили. Здесь где-то 70-75 метров. Коробка двойная из-под пиц. Ну, марку не будем говорить, какую рекламировать. Потом подойдем, посмотрим результат. Прям интересно даже. 5 выстрелов делаем, не больше. То есть, если не попадем, значит не попадем. Почти внизу прошла. Опа. Есть. Ну ты прям понизу опять. Да ладно. Да, ты А я беру, короче, чтобы ты понимал, Диман, на сантиметр выше коробки.
Да? Да. Одно попадание, по-моему, было. Сейчас проверим. Одно вижу. Остальные, ну, я думаю, на камере, Слушай, не знаю, два видно есть. будет. Нет, два вижу. Вот. То есть два у нас точно есть попадания из 5. На выстрел. На вылет, да? Всё прям, да. Так, марку не будем показывать. Вот, на вылет. Вот, прикольно. Сейчас тогда стреляем вот по этому баллону. Деревяшка внутри там. И деревяшка внутри еще здесь вдобавок. Деревяшка пока целенькая. Сейчас попробуем с 10 метров по вот этому баллону железному стрельнуть. И по этой деревяшке. Поехали. Стреляем где-то с 10 метров. Сейчас буду с колена стрелять. Сейчас по железному баллону, потом по деревяшке. Ну, пойдемте смотреть. Ну, Что там? вот. Застревание, да? В принципе, да. То есть, Сколько тут? Ну, сантиметр есть, да? да больше, Дим, я думаю, двушка это. Наверное, двушка. Ну, ты по письке своей не мерь. Ну, что по письке сразу. У меня вон пол письки только такого размера. Где-то на полсантиметра вход. Причем верхний, смотри, где она играла. Ну да. Глубже зашло. Да. Где было более жесткое, вход меньший. Но выковырить теперь отсюда нельзя. Ну, то есть понятно, что если, не дай бог, там... Ну, это же присуха, да? Это же... Да. Если в суслика, птицу с 10 метров, я думаю, это все пройдет насквозь, естественно. Ну, логично, да. Вот. Дальше баллон смотрим. Отскоки, Достаточно да? глубокие, да, вмятины. Но прошу здесь учесть, что это пули именно не пробивные, а спортивные пули, они тупые. Бывают еще острые пули, у нас их, к сожалению, просто с собой нету. Я думаю, с острой пули было бы чуть-чуть глубже. Она не пробила бы, но было бы чуть-чуть глубже Ну вход. Да, заострение, соответственно. Ну, не знаю. может, Вот, в принципе, вот примерно так. Значит, чего? Итоги подводим. Диманыч, пойдем сюда. Да. Как тебе, понравилось? Ну, отлично, да, почему? Здорово. Да. Вот, я думаю, итог какой? Вот для начального оружия, для пробы себя вообще, как вы стреляете, нравится вам это или нет, да, там 13 тысяч рублей с модификацией вместе, это, в принципе, нормальные, разумные, допустимые деньги. Плюс к этому, повторюсь, вы всегда можете отдать потом, если не понравится, племянникам, там, деткам, внукам, если там смотрите, мужики, привет, там, кому за 50 уже. То есть, ну, вещь такая, на самом деле, в саду она, в огороде тоже очень полезная. Да. Уже суслики, мыши немедленно начнут убегать. Понимаешь, что их просто начали отстреливать. Завершаем. Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей. Дима. Да. Пока-пока.